Привет, хозяюшки! С вами Ух ты Кухня. Вы часто меня спрашиваете, что можно приготовить из-под гуляшевого кефира. Да все что угодно, оладушки, пирожки. У меня сегодня пышки моего любимого Сережки. Обожаю их с детства. Ну что, начнем? В миску просеиваем для начала 2 стакана муки. Красота! Берем стакан теплого кефира, 10 граммов прессованных дрожжей. Можно заменить сухими, тогда понадобится примерно 3-3,5 грамма. Это чайная ложка. Растворяем. Кефира у меня 200 мл в стакан. Делай сразу на 2 порции. Я покажу на одну, а, конечно, за кадром сделаю на 3. Хорошо. Когда дрожжи растворились, к кефиру добавляю 1 чайную ложечку соли. И сразу сюда 2 столовые ложки растительного масла. Так, эта смесь у нас готова. Также беру 1 яйцо, добавляю 1 столовую ложку с горкой сахара. Можно добавить еще ванильного сахара чуть-чуть, будет вкуснее. Все хорошо взбиваю венчиком, так прям в пену взбиваю. Все готово, начинаем вводить жидкие ингредиенты в муке. Сначала ввожу кефир, следом яйцо, при этом сразу же замешиваю тесто. Сначала венчиком. Красота! Тра-та-та. Когда уже венчиком неудобно, я его убираю. Немножко подсыпаю муку и буду замешивать руками. Общее количество муки примерно 3 стакана. Каждый раз по-разному, друзья. Я думаю, вы это уже понимаете. Ой, какое приятное тесто, вообще класс. Все, перехожу на стол, наверное, мне так будет удобнее. Я любительница его помесить хорошенечко. О, и начинаем замешивать. По необходимости подсыпая муку. Тесто должно получиться мягким, эластичным, не забитым. Класс! Тесто у меня сегодня получилось на славу. Мягкое, нежное, липнущее, но отлипающее от рук. Видно? Видно, видно. Вообще прям оно живое. Беру мисочку, я ее смазала немножко растительным маслом, выкладываю тесто, накрываю полотенцем, чтобы оно дышало, и оставляю на часик. Пусть хорошо подойдет. Ну что? Прошел час. Тесто, посмотрите, как оно красиво подошло. Вообще шикарно. Сразу 2 порции сделали. Да. Ой, класс. Стол немножко присыпаю мукой. Выкладываю тесто. Ой, оно такое нежное, друзья. Немножко обминаю, чтобы выпустить лишний воздух. Тебе какие, большие, маленькие? Любые, я все люблю. Я понял. Делим на части. У нас это будет примерно вот так. Каждый кусочек округляю в колобок. О, красота! Прикрою пока полотенцем, пока отдохнет, а я сковородку на огонь. Пусть нагревается. Растительное масло, так, чтобы покрыло дно. Очень важно хорошо нагреть его. Тогда лепешки впитают меньше жира. Ну что, друзья, беру первую часть теста, оно немножко отдохнуло, выкладываю на присыпанную мукой поверхность и немного раскатываю. Сильно тоненько раскатывать не нужно, примерно сейчас покажу. Вот так вот, хозяюшки, вот так, видно? Ну, чтоб рот влез. И выкладываю в разогретое масло. Обжариваем с 2 сторон до румяной красивой корочки. Так. Вау, как она поднялась. Да, еще ж подожди, еще ж перевернем на другую сторонку. И она еще увеличится в 2 раза. Посмотрите, как на дрожжах. А, ну да, они и так на дрожжах. Я люблю эти пышечки повертеть с 2 сторон, чтобы они красивенько, хорошо подрумянились. Посмотрите, какая красота. Еще 30-40 секунд. Лепешку аккуратно снимаю на тарелочку. И пока она еще горячая, беру 1 чайную ложечку сметаны и смазываю. Ой, мягкая-мягкая. Так хорошенечко. Вот я ее сразу съем. Нет, Сереж, еще горячо. Еще ж не все. И посыпаю сверху сахаром. Это как бабушка в детстве делала. Да, друзья, это старый забытый рецепт. Все, пусть настаивается, а я продолжаю. Бабушке спасибо. Да, выкладываю следующую лепешку и также обжариваю. Также из этого теста получаются прекрасные пирожки. Делю порционно. Также скатываю в круг. Пусть пока отдыхают. А я пока яблоки натру на крупной терке. Все происходит очень быстро.
Вау, какие пузырики поднялись. Да. Переворачиваю. Оп. И еще одну 1,5 минутки. Посмотрите, какая красота. Видно? Видно, видно. Ой, вообще. А пробовать когда? Сейчас будем, Сережка. Учись терпению. И сахарок. О, какие-то 10 минут. И целая стопка вкусных пышек готова, друзья. Ну, а я продолжаю. Тесто. Я буду его вот так вот ручкой просто разомну. Как обычно пирожок. Ну да. Сахар. Яблочко. И скрепляем. Пирожок готов. Сковородка у меня разогрета. Как смайлик кто-то. Выкладываю пирожочки швом вниз. Ну и обжариваю. Я думаю, хозяюшки, здесь вы уже знаете, что к чему. Сердечко. Сюда. И один еще в серединку войдет. Какие красавцы. Переворачиваем. Аккуратненько. Красотища какая. Оце, Сережка, у тебя сегодня праздник. Посмотрите, какие пирожки, друзья. О, оце пирожки. Ну, а я продолжаю. Смотри, какой. Все, друзья, пирожки обжарили мы со всех сторонок. Это не пирожки, это пирожищи. Ну, а я продолжаю. Я поняла. Мышка уже один взяла. И все происходит в этом же шматке. Да, вообще класс. Красота. Ставьте лайки, друзья. Сейчас лепешку будем пробовать. Ну что, друзья, пробуем, что у нас получилось. Мы с Сережкой-то знаем, что это вкусно. Хотим и вам показать. Мы уже даже попробовали. Да, мы уже одну съели. Какая она вкусная. Посмотрите, какое слоеное тесто. Сейчас покажу. Видно? Видно, видно. Пропитано сметаной с сахаром. Ой, класс. На, Сережка, тебе. Вкус детства. Да, тебе в рот. Ну и пирожки. Мягкие. И сочные. Посмотрите, много начинки, пористое тесто. Класс. Вот так, друзья, я справилась с подгулявшим кефиром. Ставьте лайки, пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Делитесь своими идеями, а мы... А я компотик буду пить уже. А я пирожки есть.